Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вяленых помидоров, которые готовятся буквально за полчаса. Вам не понадобится духовка и долго сушить их не придется. Как только я узнала про этот рецепт, теперь только таким способом и готовлю. Для приготовления вяленых помидоров отлично подходит сорт сливки. Помидоры нужно вымыть и обсушить. Нарезаем их вдоль пополам, при этом сердцевинки удалять не нужно. Затем укладываем половинки на плоскую тарелку с резом вверх. Теперь ставим эту тарелку в микроволновку на 5 минут при максимальной мощности. Соответственно, нужно брать тарелку, подходящую по размерам вашей микроволновки. Если мощность вашей микроволновки менее 900 Вт, то ставьте на 7 минут. По истечении этого времени вытаскиваем тарелку и сливаем выделившийся от помидоров сок в емкость. Этот сок нам еще понадобится. Теперь помидорчики нужно посолить. Я делаю это примерно на глазок. Затем посыпаем сахаром. Сахара нужно немного больше, чем соли. Посыпаем молотым черным перцем. Можно использовать также смесь перцев. Также помидорчики нужно посыпать измельченным сушеным базиликом или смесью прованских трав. Теперь отправляем тарелку с помидорами в микроволновку еще на 5 минут. Затем открываем дверцу, чтобы вышел пар, секунд на 10-20. Далее отправляем вялиться помидоры еще на 3 минуты. По окончании этого времени вытаскиваем помидоры и проверяем на готовность. Помидоры должны получиться немного мармеладными, не сухими. Получаются такие плоские лепешки. Если у вас помидорчики мелкие, то скорее всего они уже будут готовы. Если крупные, то отправляем еще на 3 минуты в микроволновку. Кроме того, нам понадобится чеснок. Несколько зубчиков нужно мелко нарезать. Я нарезаю обычно такими полосками. Баночку предварительно нужно простерилизовать. На дно наливаем немного оливкового масла, можно использовать и самое обычное подсолнечное рафинированное. Затем выкладываем слой вяленых помидоров. Распределяем немного чеснока. Наливаем немного сока, который мы сливали после первой 5-минутки. Он должен покрыть слой помидорчиков. Далее кладем еще слой помидоров. Наливаем немного масла. Таким образом слои повторяются. Оставшийся сок я выливаю, когда заполнится примерно 2/3 баночки. Помидорчики укладываем по плечике банки, немного утрамбовываем, но не сильно. Последним слоем наливаем масло, оно должно покрыть весь верхний слой помидоров. Закручиваем прокипяченной крышкой и храним в холодном месте. Я храню в холодильнике. Через пару дней эти помидорчики уже можно открывать и наслаждаться. Попробуйте сделать сначала одну тарелочку на пробу, чтобы понять, сколько соли, сахара и специй нужно, а потом уже вялить больше. Приятного аппетита!